Всем доброе утро! Сегодняшнее видео начинается с завтрака. Покажу вам идею приготовления блюда завтрака именно выходного дня, нашего выходного дня. Обычно в будний день мы едим различные каши или яичницу, например. Но в выходной день, когда никто никуда не торопится, можно приготовить вот такой очень вкусный, сытный завтрак. Блюдо очень вкусное и простое. Готовлю в первый раз, нам всем очень понравилось, поэтому решила поделиться с вами. Итак, давайте посмотрим, что нам нужно для этого рецепта. В первую очередь тесто. У меня дрожжевое, без дрожжевого не было, но по рецепту идет бездрожжевое тесто, слоеное, готовое. Далее сосиски, любые, которые вы любите. По рецепту идут сливки 33% жирности, но я решила их заменить на 10%, и я вам скажу, получилось очень вкусно. Поэтому смотрите сами. Мука пшеничная и сыр. Любой твердый сыр, у меня моцарелла. Яйца 4 штуки, маленькие, и если у вас такие крупные, как у меня, то 3 штуки. Для начала режем сосиски и кидаем их к яйцам. Все хорошо перемешиваем, добавляем сыр, сливки и муку, хорошо прям перемешиваем, и уже в конце по вкусу можно добавить соль, перец. Берем тесто, у меня было 2 пласта в одной пачке, я их соединила и немного раскатала. Смотрите по своей форме, у меня форма 22 сантиметра диаметром. Тесто должно полностью покрыть форму. Смазать ее растительным маслом, либо накрыть пергаментом, хорошим пергаментом. Далее тесто и нашу начинку. Все хорошо выравниваем. Лишнее тесто срезаем, как показано на видео, и смазываем либо молоком, либо желтком. Отправляем в духовку, режим вверх-вниз 180 градусов, минут на 40. Пока наше блюдо готовилось в духовке и остывало, я решила приготовить блинчики. Блины я всегда готовлю по рецепту 3 стакана, то есть беру яйца 3 штуки, 1 стакан муки, просеянной естественно, 1 стакан молока, хорошо сначала перемешиваю до однородности, чтобы было все без комочков. Обычно делаю я с помощью вот такого блендера, очень хорошо все перемешивает, я прям довольна. И в конце добавляю 1 стакан кипятка. Всегда получаются отличные тонкие блины с дырочкой, как сейчас это говорят. Ну и, конечно же, овсяная каша. Да, ее готовлю каждое утро, независимо какой у нас завтрак и сколько у нас блюд. Я считаю, что обязательно нужны семейные завтраки, обеды и ужины. Конечно, не обязательно собираться за столом всей семьей каждый раз, когда пора поесть. Знаю, что у многих не хватает просто времени, но пусть это будет завтрак или ужин, например. Когда родители и дети сидят за одним столом, будут обсуждать планы на будущее, ну или то, что произошло за день. Считаю, это отличный пример детям. Вроде обычное мероприятие, такое как завтрак, сближает и объединяет. И да, всем, кто завтракает, обедает или ужинает, приятного аппетита! We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in 2 separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Здрасте. Так нельзя кушать? Я в детстве вот так брал и... Ну а что вот, сейчас, ну ладно, на камеру, может, это неприлично, это. Ну вот этот, по капельке этого взяли, приготовили, собрали. Я никогда так не ела, например. Кто так ел, напишите, пожалуйста. По-любому так многие ели. Сейчас только говорят. Начинают взрослые ругать молодежь. Вот, мы в свое время там... Потом, слушай, я в свое время так делал. Начинаю вспоминать, какие мы были. Не все вот, как могут, очень вкусно готовить. Поэтому кто-то злой остается. Муж или жена. И потом начинается вот это все непонятное. То, что уже все поели, кроме тебя.
Уже и Лерочка поела, и Тёмочка, и я поела. А вот Здесь Федя до сих принципе, пор... Надо поесть первое, второе. Даже на завтрак можно борщак съесть. Это что? Запеканка. А с чем она? Заешь и не спрашивай. Конечно, не спрашиваю. Вдруг там какое-нибудь зелье, знаешь, приворотное. Ну, зачем мне зелье приворотное? Ты и так меня любишь. Смотрите, какая самоуверенная. Ну ладно. У нас так громко мультик играет, прям вообще. Наверное, больше нас слышно. Так, ладно, мы будем продолжать Ты что, не завтракать. снимаешь, что ли? Мы с тобой просто... А что это вот это? Зай, там сливки. Ну, в общем, увидишь видео. Что не увижу? Я уже это вижу. Это зрители увидят. Ладно, Ладно, всем очень приятного аппетита. Да. Будьте здоровы. Сегодня я хочу показать, чем и как я отмываю нашу ванную комнату. Очень много вопросов было и в Инстаграм, и в Ютуб. Также первым делом хочу убраться в выдвижном ящике, в котором размещены в основном все мои средства, то есть уход за кожей, маски для лица и наши с Федей духи. Любимая парфюмерия, просто обожаем. Не раз уже показывали, рассказывали о них. Это бренд PD Paris. Они предлагают улучшенную версию знаменитых и полюбившихся всем нам ароматов. В этот раз заказала 3 аромата. Вот этот вот самый лучший, прям обожаю. Влюбилась в него сразу. И еще 2 штуки в пластиковой упаковке. Эти 2 аромата попросила заказать Федя, потому что в тот раз я заказала себе. Он увидел, что это очень удобно, то есть брать с собой. У них маслянистая текстура и очень стойкий аромат. Наношу я в основном на влажное тело, и тогда запах держится всю ночь, либо весь день. На сайте представлен просто огромный выбор парфюмерии. Также есть в наличии автопарфюма. Про них мы уже рассказывали на канале Будни Федора. И самый главный плюс в том, что в составе только натуральные ингредиенты, которые не вызовут аллергии. Если вы не знаете, что выбрать, вы можете позвонить парфюмерному стилисту, который поможет по телефону индивидуально подобрать аромат каждому. Ссылочку на магазин я обязательно оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Итак, первым делом мы будем с вами отмывать пятна. Я, к сожалению, испортила свой смеситель, вообще все смесители в ванной, то есть и над ванной тоже. Я нанесла средство от Sealing Bank с фикс прайса, позвонил телефон, и я отвлеклась буквально на минут 20 и прихожу, смываю это все и вижу этот ужас. Конечно, это еще не прям такие ужасные пятна. Я видела в интернете и похуже. Я оставлю здесь где-нибудь фотографию. Может быть, и у вас есть такая ситуация. Сейчас я использую средство от Faberlic для ванн, акриловых ванн. Идеально все отмывает, просто брызгаешь и смываешь. Но прежде чем нанести это средство, я хочу показать вам, чем же мне все-таки удалось убрать эти пятна. Это вот это средство для полировки шин. Это мне дал Федя. Он сказал, что оно обязательно мне поможет. Купить его можно абсолютно в любом магазине, где продается все для машин, либо на Wildberries или Озон. Даже видела на AliExpress, кто не из России. Берем вначале тряпку любую сухую, протираем, чтобы абсолютно не было воды, и наносим средство. Берем тряпку, конечно же, лучше всего одеть перчатки, потому что запах у него настолько ужасный, что потом просто очень тяжело это все смывается. И начинаем, так скажем, полировать. Потребовалось мне буквально несколько минут. Можно было, конечно, еще потереть подольше, чтобы прям идеально было. Но я боялась, честно говоря, потому что я уже испортила одним средством. Теперь взяла второе. Вроде бы Федя сказал, что все будет нормально, но тем не менее я использую его первый раз, поэтому не стала рисковать. Просто потом лучше я еще раз пройдусь. Далее следующим этапом идет смеситель над ванной. Там он у меня был не сильно в пятнах. Даже не знаю, от чего это зависит, но в основном пятна были на ручке. Делаем все то же самое, протираем
сухой тряпкой. Далее наносим средство и полируем. Because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way. Так, но я еще не смывала. Смотрите, что получилось. Я считаю, что результат супер. Да, не идеально. Можно было бы еще потратить немного времени. Но для первого раза далее берем тряпку и просто смываем. У него такая текстура маслянистая, поэтому смывать будет не очень легко. Мне кажется, что на это мне потребовалось больше времени, чем натирать пастой смеситель. В быстром режиме хочу вам показать посылку от Faberlic. В этот раз я заказала то, чем я уже пользовалась. Первая позиция в моем заказе — это, конечно же, порошок. Про порошки я не буду здесь подробно рассказывать, потому что те, кто покупал, знают, что у Faberlic отличные порошки, цена, качество. Хотела взять еще пятновыводитель, но его не было в наличии на складе. Думаю, что в следующем заказе обязательно сделаю заказ. Далее шампунь для очищения ковров и обивок. У нас огромный большой светлый диван, поэтому это средство мне нужно и хорошо справляется. Следующее средство — это для чистки плит и духовок. То, что он отмывает быстро там все противни и так далее, но он еще хорошо справляется с засорами в трубах. Обязательно в последующих видео мы сделаем с вами тест именно на это средство. Средство для акриловых ванн я вам сказала, что оно классное. Далее шарики для устранения запахов в холодильнике. Один шарик мне хватает на 1 месяц, то есть 3 шарика на 3 месяца. Отлично справляются со своей задачей, поэтому советую. Ссылочки обязательно все оставлю под видео. Эти 2 геля для душа, мужской и женский, парфюмированный, прям хочу вам посоветовать. Просто очень хорошо увлажняет кожу и отличный запах. У меня очень сухая кожа, а вот именно этот гель для душа мне подошел. Вообще гель для душа с Faberlic мне отлично подходит. Далее гель для душа и зубная ароматическая паста. Это для меня новинка. Первый раз заказываю, поэтому отзыв оставлю чуть позже. Далее в очередной раз заказала пятновыводитель, именно карандаш. Отлично удаляет все пятна, особенно там ручки какие-то. Если ребенок написал там на одежде или еще что-то, супер удаляет, поэтому советую. Ничего не прилипает, очень легко моется. Да, единственный минус — его нельзя мыть в посудомоечной машине, но, честно говоря, не требуется, потому что моется отлично. Мыло вот такое симпатичное, очень хорошо пахнет, не сушит кожу, поэтому тоже советую. Заказываю уже 2-й раз. И последнее, что я приобрела, это краску для волос. Буду тестировать. Не пробовала, ни разу там не покупала. Все ссылочки будут в описании под видео. Если хотите получить еще от 20% скидку, то обязательно регистрируйтесь по ссылке. Следующий мой помощник в уборке в ванной — это паровая швабра. Про нее очень много вопросов было. Заказывала я ее на Wildberries по очень бюджетной цене. В комплекте идут разные насадки. Есть очень жесткая насадка, она подходит там более для застарелых пятен, например, окна и так далее, но она будет царапать, я сразу говорю. Есть вот такая насадка, она более мягкая, и с помощью нее я отмываю все. Вот такая побольше, на нее я еще одеваю тряпочку, чуть далее я вам покажу, и очень удобно, что у нее есть такой вот скребок, так скажем, если что-то прилипло, то легко с помощью нее можно это убрать. Ну и насадка для мытья окон. Я, честно говоря, ею не пользуюсь, потому что у меня есть другие помощники. Также в комплекте идет насадка для мытья пола.
В первую очередь набираем воды. Можно в воду добавить еще какое-нибудь средство. Допустим, если вы моете окна, то для окон, если полы, то для полов. Все, набрали воду, одеваем насадку любую, которая вам нужна. Я выбрала вот это со скребком и сверху одеваю еще тряпочку. Эти тряпки продаются везде. Вообще они шли от моего робота-пылесоса для окон. Ну а так они везде продаются. Вот я включила, и буквально на ваших глазах в течение нескольких секунд он уже нагрелся, вы видите, идет пар. Можно сразу начинать работать. Если вы не пользуетесь всякими моющими средствами или у вас аллергия, то можно с помощью этой швабры чистить смесители, раковину, ванну и так далее. Отлично справляются, я советую. Но я чищу это все другим средством. Чуть позже вам покажу, как я это делаю. Сейчас буду отмывать окна. Вот, смотрите, по углам собирается обычно грязь, ее нужно будет отмыть. Делать я буду это с помощью мягкой насадки. Правда, сейчас я одной рукой держу камеру свою, вернее телефон, поэтому мне не очень удобно. Просто хочу вам показать, что он отлично справляется со своей задачей. Если, конечно, у вас прям застарелые какие-то пятна или после ремонта, то можно взять вот эту жесткую насадку, но она царапает пластик, поэтому имейте в виду. После того, как вы все отмыли, я беру вот такую насадку с тряпкой и просто прохожусь сверху. Классно еще тем, что хорошо отмывает именно стекла. Не нужно никаких усилий, все идеально отмывает. Потом просто берете сухую тряпку и вытираете. Вот что у нас получилось, с тем учетом, что я работала одной рукой, я считаю, что виден результат. Также эта насадка хорошо справляется со швами на плитке. У нас швы белые, поэтому чаще приходится их мыть. Вот вы сейчас видите, тем более мою одной рукой, сколько грязи выходит. Вот что получилось, да, еще нужно, конечно, потереть, но за несколько секунд считаю, что швы белые и чистые. Результатом довольна. Следующий мой помощник — это ёршик для унитаза. В комплекте идет сам ёршик, то есть вот эта вот палочка, так скажем, и насадки. Насадки одноразовые, поверхность такая среднеабразивная, и она пропитана вся средством. Каким средством, не знаю, но отмывает на ура, я вам скажу. В чем удобство? В том, что первое, это не нужно одевать перчатки, лезть куда-то в унитаз, отмывать, потому что с помощью этой губки можно пролезть везде. Да, это ёршик не тот, что на каждый день, конечно же. Я использую его 2 раза в неделю. Но зато средствами для унитаза я практически не пользуюсь. После того, как вы все помыли, просто смываете, и чистота и блеск. А саму губку просто выбрасываете. Нажимаете на кнопочку сверху, и она сама падает в ведро. Но эту губку можно использовать не только для унитаза, но и для мытья раковины, например, ванны, плитки снизу и так далее. И уже в этот раз можно использовать эти губки не один раз. Естественно, это средство, которое было на самой губке, его уже нет. Вы можете сверху нанести любое средство. Вот в данном случае я нанесла вообще гель для душа, которым мы не пользуемся, но у него очень такой хороший аромат. И проходимся по ванне или раковине. Следующая моя новая находка — это вот такая перчатка от компании Faberlic. Эту перчатку я уже использую в самом конце. То есть беру средства для стекол в основном, наношу на ванну, кафель, смесители и начинаю все тщательно протирать. Казалось бы, можно было оставить и так, но у него есть вторая сторона, которая прям полирует и вытирает до блеска. Давайте зачитаю последний вопрос, который мне задавали по поводу плитки. Девушка спрашивает, зачем так часто протирать плитку, если она и так чистая. Вот сейчас я прям взяла этот кадр, чтобы вы видели сбоку какие пятна. Я специально так под углом поставила камеру. Да, может быть визуально, когда заходишь в ванную комнату или там я снимаю на камеру напрямую, это не видно. Но это не значит, что этих пятен нет. И протираю я плитку не часто, то есть, по мере необходимости. То есть увидела там какие-то брызги, капли, раз протерла. Сверху я
в основном запускаю робот-пылесос для мытья окон. Он хорошо справляется со своей задачей. Я думаю, что я рассказала практически о всех своих помощниках и средствах, которыми я пользуюсь. Если что, в дальнейшем я, конечно, буду дополнять. Ну и после обеда я решила приготовить вкусный кекс. Обед я вам показывать не буду, потому что видео будет чересчур длинное. Но кекс, он очень прост в приготовлении и получается прям вкусный. Итак, для него нам потребуются яйца, сахар, ванильный сахар, кефир, растительное масло, мука и разрыхлитель. Он очень прост в приготовлении. Просто берем все ингредиенты, смешиваем, и тесто готово. И плюс рецепт довольно-таки бюджетный. Да, почему я об этом говорю? Потому что некоторые подписчики пишут мне, что рецепты я в основном делаю слишком дорогие, то есть туда входит и сыр, он дорогой сейчас, и сливки 33%, он тоже дорогой, поэтому я решила приготовить довольно-таки бюджетную, но очень вкусную выпечку. Итак, после того, как тесто ваше готово, мы берем ягоды. У меня это красная смородина. Добавляем туда 2 чайные ложки крахмала кукурузного, перемешиваем и все отправляем в тесто. Далее делаем крошку. Для крошки нам нужно будет мука, сахар, сливочное масло. Просто все перетираем руками и готово. Честно говоря, эта крошка мне абсолютно можно было бы не использовать, потому что у меня вот такая форма, которую нужно после того, как кекс будет готов, перевернуть. Но Федя меня попросил ее добавить, потому что он очень любит вкус этой штрезельной, да, так ее называют, крошки. И я решила добавить. Но вообще по рецепту она идет. Итак, берем форму, смазываем ее растительным маслом. Сначала отправляем тесто, далее крошку. Все выравниваем и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов минут на 40. После того, как все будет готово, обязательно дать остыть и можно подавать. Если, кстати, не хотите делать эту крошку, то можно сделать сам кекс и полить его шоколадом. Тоже очень вкусно получится. Кекс очень мягкий, но отлично держит форму. Поэтому я советую приготовить. И на этой вкусной минуте я буду заканчивать это видео. Всем приятного аппетита и до новых встреч!